последние годы во всем мире кукольная внешность становится все более популярной среди молодых девушек. Они стараются довести свою внешность до совершенства, став похожими на куклу Барби. Что заставляет людей превращаться в живых кукол, непонятно, но факт остается фактом. Есть люди, которые фанатично хотят быть похожими на кукол, и у многих это получается. Представляем подборку людей-кукол со всего мира. Китайская версия Барби. 19-летняя китаянка Юнь Тан учится в австралийском университете Аделаиды. Девушка имеет поразительное сходство с кумиром маленьких девочек и действительно похожа на куклу Барби в реальной жизни. Юнь Тан совсем недавно пополнила армию живых кукол, но уже имеет массу своих поклонников. Британская версия Барби. Несколько лет назад студентка Шеффилдского университета Ханна Грегори решила стать похожей на куклу. Стройная фигура и длинные ноги значительно облегчали подобное перевоплощение, поэтому девушке оставалось лишь позаботиться о макияже. Сейчас Ханне 22 года, и она действительно похожа на куклу. Ради неординарной внешности девушка тратит 3 часа в день на нанесение макияжа и подбор наряда. При этом Ханна признается, что мужчины ее побаиваются, и она все еще одинока. Анжелика Кенова – москвичка, русская версия Барби. Обладает кукольной внешностью и с успехом этим пользуется, принимая участие в различных фотосессиях. Валерия Лукьянова – девушка Барби из Одессы. В детстве очень любила играть в куклы. Так любила, что в свои 29 лет выглядит сама как кукла. Девушка одержима желанием стать внешне похожей на знаменитую Барби. Она сделала несколько операций, приближающих ее внешность к идеалу. Валерия очень популярна в социальных сетях, причем не только в Одессе, но и во всем мире. Она замужем, занимается эзотерикой и психологическими практиками, организует психологические семинары по внетелесным путешествиям, пропагандирует здоровый образ жизни и сыроедение. Очень любит путешествовать и встречаться с друзьями. Дакота Роуз – главная Барби Америки. За короткий промежуток времени Роуз стала интернет-сенсацией и иконой стиля. Выглядеть как она мечтают сотни тысяч девушек-подростков. С юных лет Дакота мечтала стать знаменитой. После окончания модельной школы американка снялась для одного из глянцевых журналов, и на нее посыпались предложения от дизайнеров и модельеров. Но быть подиумной моделью скучно и неинтересно, и Дакота предпочла стать моделью трэш, яркой, забавной и веселой. В Америке ее часто приглашают на различные телешоу и готовы платить существенные гонорары. Ксения Барби из Днепропетровска. Украина богата неординарными личностями. 22-летняя Ксения из Днепропетровска также претендует на титул «Живой Барби». Бухгалтер из Днепропетровска ничем не уступает Валерии Лукьяновой из Одессы, которая носит всемирный статус живой куклы Барби. Вот только фигура Ксении полностью природна и никаким хирургическим процедурам не подвергалась. Венус Палермо, переехав из Японии в Англию, тоже решила превратиться в Барби. Она имеет невероятный успех среди девочек и девушек по всему миру и очень напоминает куклу. Ее боготворят, ей подражают, ей завидуют. Венус Палермо активно раскручивает стиль собственной внешности живой куклы Барби, идет на всяческие ухищрения, чтобы создать облик куколки. Все свои эксперименты Венус записывает в форме руководства и выкладывает видеоблоги на YouTube. У девушки есть собственный сайт, посвященный ее внешности, опыту использования косметики, средств для маникюра и создания причесок. Оказывается, не только девушки хотят выглядеть как куклы. В этом экзотическом ряду есть и мужчины. 27-летний Маурисио Гальди из Бразилии говорит, что когда был ребенком, всегда завидовал девочкам, которые играли с другом Барби Кеном, но теперь он вырос и выглядит так же, как он. В погоне за мечтой Маурисио ложился под нож хирурга 8 раз, прежде чем стать точной копией пластиковой игрушки. Но он счастлив обрушившейся на него популярности. На его Инстаграм подписано уже более 22 тысяч людей, и их количество постоянно растет. Еще один Кен из Бразилии. Прежде чем Маурисио Гальди получил известность,
В Бразилии был популярен еще один молодой человек по имени Келси Сантибаньес, который потратил на пластические операции примерно $47 тысяч, чтобы выглядеть как партнер Барби. Сантибаньеса стать кукольным человеком вдохновила родная семья, которая периодически говорила ему о похожести на Кена. Он настолько вжился в образ, что и в жизни вел себя как кукла. В августе 2014 года Келси Сантибаньес начал выпуск собственных игрушек под маркой Kelso Dolls. Не так давно 21-летний парень умер от лейкемии. Кен из Америки. Самые известные факты из биографии Джастина Джедлики – это 13 лет напряженного совершенствования собственного тела, около 100 пластических операций, оцененных почти в $110 тысяч. Благодаря мастерству пластических хирургов молодой человек стал живым воплощением Кена, знаменитой куклы-юноши. Цель добиться идеальной внешности Джастин поставил в 18 лет. Возникает вопрос, а зачем это ему надо? Сам Джастин отвечает, что, изменяя себя, ощущает эйфорию, ни с чем не сравнимое удовольствие от осознания собственного совершенства. Молодой человек работает фотомоделью, его приглашают на телевидение, снимают для глянцевых журналов. Недавно в Нью-Йорке прошла фотосессия с девушкой-куклой из Одессы Валерией Лукьяновой. Живые Кен и Барби, в отличие от своих прототипов, симпатии друг к другу не испытали. Мы познакомили вас с некоторыми людьми, позиционирующими себя как легендарная и любимая многими кукла. Относиться к этому можно по-разному, но однозначно все эти люди нашли неординарное и яркое выражение своей индивидуальности. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, оставляйте комментарии и ваши пожелания и подписывайтесь на наш канал.